Здравствуйте, дорогие тельцы! Сегодня у нас обзор на ноябрь месяц. Сразу скажу, что у кого-то из вас в ноябре начнется новая жизнь. В прямом смысле слова. То есть новый путь, новая жизнь, вообще все новое. С чем вы заходите в ноябрь месяц? Королева мечей, десятка пентаклей. Исполнение желания. В первую очередь исполнение желания по справедливости. То есть каждому будет дано по справедливости. Это первое. Второе, с чем оно говорят? Здесь королева мечей, она говорит, что если у вас были какие-то судебные разбирательства или какие-то судебные тяжбы, то вы, скорее всего, эти тяжбы выиграете. То есть вы получите как бы то, что, в общем-то, и должно получить. В целом по десятке, в целом вообще вот по этой паре, да, это некое новое ресурсное состояние. То есть это переход на некое новое ресурсное состояние. У каждого это ресурсное состояние, оно свое. Здесь в любом случае вам хотят сказать, что твое ресурсное состояние, оно увеличивается, и у него тенденция к росту. Даже если ты этого как бы, может быть, не замечаешь. Но на энергиях идет восполнение, опять-таки, по справедливости. То, что у тебя было отобрано, тебе будет возвращено. Что будет в ноябре? Солнце, четверка чаш. Это говорит о том, что ты увидишь, тебе подсветят то, чего ты не видел. Тебе подсветят те дары, ты будешь иметь возможность оценить по-настоящему то, что тебе дается. А уж каким образом тебе это как бы достучаться до тебя, через что, это у каждого свое. Но солнце тебе будет освещать то, чего ты не видишь. Те дары. Может быть, ты думаешь, что ты находишься в тупиковой ситуации, и тебе предлагают какие-то варианты, но ты по какой-то причине смотришь в другую сторону и совсем ничего не замечаешь. Пятерка чаш и отшельник. Здесь будет проработка ваших убеждений, вашей эмоциональной сферы. Это то, что касается отношений, любви. Это то, что касается раскрытия сердечной чакры и раскрытия безусловной любви. И у вас это начинается в ноябре очень интенсивным темпом. Я странно зеваю здесь на вас. У меня ЧП произошло, но до этого я не зевала. Здесь есть у кого-то программа закрытого сердца. Вполне допускаю, что очень у многих она есть. Здесь однозначно есть те, которые намеренным образом были перенаправлены в другие событийные ветки жизненные. И это здесь четко я ощущаю. Я не могу об этом не сказать. Я говорю об этом, что вы
живете и находитесь не там, вы живете не с теми, вы как бы в целом вся ваша жизнь это как бы не ваша жизнь. И вот об этом говорит эта пара, которая внесет ясность. Ясность, и солнце это будет максимально усиливать. Вы должны прислушиваться к себе по отшельнику, потому что отшельник это та внутренняя мудрость, которая у вас есть. И не отказываться видеть очевидное. Очевидное, то, что будут вам показывать, то, что вам будут подсвечивать, видеть, понимать, принимать очевидные вещи. И очевидные лица тех, с кем вы там, я не знаю, живете 5, 10, 40, 50 лет там, кто рядом с вами находится. В целом это про любовь и взаимоотношения. Может быть, здесь кто-то, для кого-то очевидным станет вот эта вот рабочая сфера, да, то есть вы как бы в холостую пашете, или вы имеете, скажем так, из 100 вы имеете там 1 или 0,1. И продолжаете крутить, вертеть вот это вот сопло, да. В общем, ноябрь для вас будет, с одной стороны, непростым, но с другой стороны, здесь есть некая такая легкость. То есть какая-то тяжесть, которая была присуща прежним тяжелым энергиям, когда вот давила сверху, да, оно будет идти намного легче, намного проще. Здесь все дело в вашей готовности и восприимчивости. Принимать то, что, в общем-то, будут вам показывать. А там уже дело твое. Закрывать тебе глаза, уши и там говорить: я ничего не вижу, я ничего не знаю, не хочу ничего знать, да? Вот как бы живу я там с этим Петенькой 35 лет. Ну и что? Ничего. Там и дальше буду жить. Ну, то есть как-то так здесь. Да, или там с Аленушкой. Живу я там 10 лет и все ок. Или же наоборот, живу я тут бобылем, сам там 45 лет от роду дитятка, да, и вот мне так хорошо, потому что там 15 лет назад какая-нибудь Клавка разбила мне сердце вдребезги. То есть здесь очищение эмоциональной сферы, разгромождение вашей сердечной чакры для раскрытия вот этой вот естественной, прекрасной, безусловной любви. Король жезлов и десятка мечей. Это опять-таки о очевидном. Ну вот здесь у нас мечевые выходят. Семерка, четверка мечей. Это о том, что ты как бы в холостую, опять-таки, да, вот это вот та же самая тема, что ты в холостую что-то крутишь, мечтаешь о чем-то, но в холостую ты что-то там где-то крутишь с кем-то, да, то есть здесь, но ничего не получаешь. А ничего не получаешь, знаете, здесь еще что говорят? Здесь еще говорят о том, что мало того, ты крутишь в холостую, потому что есть некий самообман. Либо ты находишься, опять-таки, не с теми, и это касается дела творчества, работы, увлечения. Это дело касается какого-то развития, да, то есть ты вот о чем-то мечтаешь по звезде, у тебя есть некая цель, но ты вот что-то там лобаешь в холостую. И сидишь на жопке ровно, ничего не меняю, но вот когда же эта звезда, мечта моя исполнится, да? Я спрашиваю, о чем это? Это как раз-таки о том, что ты
Либо не с теми, либо не там, либо не то делаешь. И отказываешься видеть очевидно. Десятка мечей придет тебе как помощь в ноябре. То есть что-то тебя стукнет. Тебе прилетит какая-то лопата, которая тебя должна вывести вот из этой вот четверки мечей в более активное состояние, как бы скажем, мыслительного процесса, да, осознанности. И плюс к этому здесь еще идет самообман о том, что ну вот нету у меня никого там, да, или там вот я мечтаю о какой-то, или о каком-то, неважно, здесь мужчина, женщина, да, здесь если женщина мечтает о ком-то, и вот она обманывает себя в том, что это, ну, как бы вообще, да, ну, не то, не мой уровень, или он не мой уровень, или мне там, как вообще точно до звезды. Или же мужчина мечтает о ком-то, и опять-таки здесь обманывает. И в отношениях человека любви, и в отношениях достижения больших профессиональных, творческих как бы мечт, ключом ко всему является кубок. Что такое кубок? Это раскрытие сердца. А сердце это что? Раскрытое сердце это раскрытый источник. Источник ресурсов, источник энергии. Без этого источника ты вот как сидел на жопке ровно по четверочке мечей, ты так и будешь дальше сидеть на этой четверочке мечей, как бы занимаясь самообманом. Ну вот я здесь вот как бы придонно что-то я там плаваю, ну и ладно. Здесь говорят, что будет максимально как бы настаивать пространство на том, чтобы вы раскрывали и шли в проработку, чтобы вы освобождали свое сердце, чтобы вы перестали себя обманывать. Оно прям этого хочет, показывая вам очевидные вещи. Причем вот эта вот ситуация с женщиной или мужчиной, то есть взаимных отношений, она еще идет подтверждением во второй линии. Как бы вы как будто бы себе не позволяете или не позволяли любить, раскрывать сердце, или вы там занимаетесь самообманом, что вот у меня там есть кто-то, да, конечно, это не то, чего я хотел, это не звезда с неба, но вот как-то так, мне тут прикипело, да, стюрпится, стерпится, слюбится и будет. Нет, так не получится. Это момент выбора. Либо вы пойдете вперед и вверх, либо вы пойдете вниз и назад. Другого здесь нет. Как бы третьего здесь нет. Ну вот так. И пространство вам в этом, опять-таки, я напоминаю, будет помогать. Причем вам это будет даваться намного легче и проще, чем тем, кто, скажем, тот же путь проходил до вас. А это уже много. Здесь вы о ком-то будете хлопотать, или кто-то будет о вас хлопотать. Здесь вы будете собирать, вот здесь вот очень интересно, либо информацию будут собирать о вас, либо вы будете собирать информацию о ком-то, о том, кто вас интересует. И о вас будут собирать информацию тот, кого вы очень интересуете. И я здесь не вижу, что это некая негативная составляющая. Она здесь полностью отсутствует. Здесь есть неподдельный, искренний, истинный некий интерес. И этот интерес, он у каждого будет свой. У кого-то это сердечный интерес, у кого-то это некий профессиональный. И то в любом случае, оно исходит из сердца, да. Но просто по-разному здесь будет. Вам захочется
в ноябре куда-то поехать, но вам будет казаться, что дороги закрыты. И здесь есть такая интересная загвоздка, что вроде показывают, на самом деле дороги закрыты. Но с другой стороны, если посмотреть, то вы можете открыть эти дороги. То есть, если ты куда-то хочешь поехать в ноябре, и какая-то первая информация пришла, или ты сам подумал, что как бы нет-нет, да, ну там зря съездил, да, дороги закрыты, то здесь лучше бы подойти еще раз к этому вопросу, уточнить у себя же или там в диспетчерской, дороги правда закрыты или не закрыты, или они открыты, потому что тебе здесь стоит такое как бы слово преодоление, да, то есть вот ты пойдешь как бы на преодоление, казалось бы, очевидных, но ты будешь очень хотеть поехать в эту дорогу, да, или пойти, или начать движение к чему-то, кому-то или куда-то. Или ты не пойдешь, то есть, ну, как бы, вот здесь вот есть такая вот хитринка, и от этого зависит, в общем-то, дальнейшее развитие событий. Так интересно, в ноябре, скорее всего, конец это ноября, почему-то мне так идет, не думается вторая, ну, в общем, в ноябре у кого-то будет встреча, вечерняя встреча, да, потому что темно уже, вечерняя встреча, и ваше сердце как будто бы начнет трепетать. То есть это какая-то встреча, у каждого она может как-то случиться по-своему, но вы как будто бы увидите человека, и у вас сердце затрепетает. Я думаю, не буду объяснять, как это затрепетает и воспылает, в общем-то, ваше сердце. Так здорово. Что показывает на любовную сферу данность? Вот как раз-таки данность нам показывает единица воздуха, слуга воды. Она как раз-таки и показывает о том, что есть, скорее всего, у большинства то, чего вы очень хотите, да? Есть человек, которого вы хотите вот так вот как бы пригробастать. Но по какой-то причине вы не решаетесь. То есть есть то, что вас манит. В целом здесь по единице воздуха, здесь может быть как человек, так и какая-то цель. Но здесь вообще все больше про людей, да? Здесь как бы про людей, ну вот кроме вот этого, которая вас манит и которую вы хотите забрать. Вы ее как бы расцениваете как свое, как вот я достоин, да, это мое. Но вот по какой-то причине у вас есть нерешительность. По какой причине? Что с этим делать? На вопрос, что с этим делать, вот вам показывают. То есть тебе нужно вылазить вот из этого болота, из своих собственных каких-то там фантазий, предубеждений или там то, что ты себе напридумывал. А почему тебе не надо этого делать? А почему тебе не надо там проявляться к этому человеку? То есть тебе нужно выбираться из этих предубеждений и вот по этой двойке огня, то бишь по двойке жезлов, идти открытым путем. Вот о чем говорит эта любовная сфера. Что еще они показывают? Что нам говорит космос? Космос нам говорит, что ты обретешь либо обрел некую ценность, очень большую ценность. Эта ценность сама жизнь. То есть ты обрел действительно истинную ценность. Ценность, которая предполагает некое движение и развитие, то есть некий такой старт в новую жизнь, в новый мир, возможно, туда, что тебе
пока еще не знакомо, как ты думаешь, да, или это для тебя является полностью какой-то неизвестностью, чем-то новым для тебя. Но вот здесь вот говорят, что ты, в общем-то, можешь это легко как бы упустить. То есть они говорят, то, что ту ценность, которую ты обрел, это когда-то утраченная тобой же, которая на данный момент требует движения в новое. Но если ты это делать не будешь, то оно утраченным так для тебя и останется. Какой совет? Развилка, гора, коса. Это говорит о том, что страхи, они иллюзорны. То есть ты в ноябре будешь стоять действительно на выборе. Какой, я уже сказала. Вперед вверх, либо на месте вниз. Все. Препятствия, они все внутри тебя. Все препятствия, они внутри тебя. В твоем мышлении и в твоем восприятии. По факту, в реальности этого нет. И для тебя все дороги открыты. Это как бы преодоление. Гора – это не башня, это не стена. Это как бы восхождение, да, получение результата. То есть здесь дороги все открыты. И только ты можешь как бы определить для себя, какие плоды, с какой, да, с какого пути ты будешь там собирать, что ты там будешь делать. Ну, как-то так.